Всем привет! Мы продолжаем наш репортаж с пекинского автосалона 2026. Вторая серия. И сегодня мы хотим начать его со стенда ROX, моего любимого ROX. Здесь представлена версия ROX Adamas. На него мы сняли уже подробный обзор, который вы увидите чуть позднее на нашем канале. Там мы рассказали обо всем. Это мой любимчик, любимый мой бренд на сегодняшний день. И, конечно же, если бы он был в нашем рейтинге, то он обязательно занял бы лидирующую позицию. Но сегодня мы пришли сюда для того, чтобы показать вам ROX Adamas Royal Edition. Интересный факт заключается в том, что ROX Adamas уже с лета этого года будет собираться в России, в Калининграде, на заводе Автотор. И, возможно, Royal Edition тоже будет там собираться. Если обычный ROX 01 был просто отличным автомобилем для путешествий, то Royal Edition – это путешествие с уровнем Bentley. Раздельные задние кресла с массажем и подставками для ног и хрустальные элементы интерьера. В салоне золотая ромбовидная вышивка, перфорированная кожа и ниша на 2 смартфона с беспроводной зарядкой. Между прочим, зарядка стала быстрой. При этом под капотом все та же мощная гибридная установка, которая позволяет не зависеть от розеток. Кстати, двигатель-генератор стоит от Mitsubishi. Пневмоподвеска закрытого типа, с азотом. Между прочим, не боится морозов. Доводчики на всех 5 дверях. Плюс имеется защита от воды, преодолевание брода до 77 сантиметров. А дополняют это все 21-дюймовые эксклюзивные диски. Это идеальный выбор для тех, кто хочет с комфортом доехать до края света и не чувствовать себя обделенным роскошью даже в дикой пустыне. Качество материалов обалденное просто. На дверной карте вышивка, представляете, узоры вышитые действительно нитками прям. Lynk & Co 10. Вот так она шикарно смотрится в обвесе. Но есть и без. Пойдемте посмотрим. Десятка прокачалась конкретно. Теперь у нее нейминг 10+, 925 лошадиных сил. И самое вкусное, что здесь есть дрифт мод. Режим дрифта доступен в чистой электричке. Вот это очень интересно. Знаете, когда Lynk & Co создавали эту машину, они, кажется, решили влюбить в себя всех. Архитектура 900 вольт, которая заряжается быстрее, чем ультрасовременные батареи BYD, и разгон до сотни менее чем за 3 секунды. Салон царство Алькантары, 23 динамика Harman Kardon и ковши кресел прямо как в гоночном спорткаре. Она низкая, широкая, выглядит очень брутально. По мне так Lynk & Co дизайн посимпатичнее, чем у оригинального бренда Zeekr. 925 сил и запас хода более 800 километров. Я пока не знаю, как это все работает в реальной жизни, но выглядит и пахнет внутри очень дорого. Жду тест-драйва, чтобы понять, действительно ли это спорт или просто красивая обертка. На стенде компании Lynk & Co представлен также автомобиль Time to Shift. Это сегодня концепт-кар, но это первый GT спорт-кар, который будет представлен брендом. Салон рассчитан на 4 человек. Отделка выполнена из кожзама и карбоновых вставок. Отдельное внимание привлекает мультируль в форме шестиугольника с подрулевыми лепестками. Из других интересных особенностей кнопка «плюс» на центральной консоли, которая активирует спортивный режим, когда сокращается дорожный просвет на 15 мм и начинают работать активные аэродинамические элементы, включая заднее антикрыло. Технических данных не предоставили. Заявили только, что модель оснащена продвинутой системой контроля движения на базе искусственного интеллекта, и то, что разгон до сотни составит всего 2 секунды. Geely, как всегда, радует новинками. Представлен седан «семерка» и M7 SUV. Geely Galaxy 7 реально разрывает шаблоны. Знаете, я давно привык, что полный привод в седане – это обычно дорого, либо for fun. На деле же «семерка» удивила очень сильно. Предварительная стоимость полноприводной версии – 128 тысяч юаней. Тут умная система полного привода.
Это значит, что на скользком покрытии или в дождь машина сама перекидывает момент на нужное колесо. Причем отклик, как говорят инженеры, в 3 раза быстрее, чем у обычных систем. Раньше это прозвучало бы как шутка, но сейчас это действительно реальность. Это серьезный конкурент таким автомобилям, как Audi A5, BMW 5 серии, Mercedes-Benz C-класса и E-классу. При этом все эти конкуренты дороже на 15-20 тысяч долларов. При этом семерка – это гибрид с мощностью 312 киловатт, батарейка на 28,3 киловатт-часов и общий запас хода больше 1800 километров. Это ли не чудо? А теперь время его старшего брата – Geely Galaxy M7. Он не пытается казаться спортивным или агрессивным, он просто большой, удобный и на удивление экономичный. Смотришь на цифры и удивляешься. 1730 километров суммарного пробега у данного гибрида. Салон без пафоса, но просторный и продуманный. Задний ряд реально для троих, не для галочки. Кресла мягкие, посадка высокая, эргономика отличная. По итогу имеем бюджетные решения для любой семьи. Есть вентиляция, подогревы, массажи во всех сиденьях. Также предусмотрен пакет комфорт, где будет и холодильник. И при этом стоимость автомобиля будет начинаться от 140 тысяч юаней. Мне понравилась гибридная Geely Galaxy 8, которая выглядит как седан премиум класса. Но если вы подойдете сюда и посмотрите на цену, он начинается от 125 800 юаней. Ребят, за такой внешний вид это просто что-то шикарное. Это обновленный Galaxy Starshine 8. Отличается от предыдущей версии наличием сенсора лидар на крыше. Седан оснащен 1,5-литровым атмосферным ДВС и передним электромотором общей мощностью 350 лошадиных сил. Обновленная модель может проехать на электротяге до 225 км. Максимальный гибридный пробег 1725 км. А вот зарядка батареи с 30 до 80% занимает 15 минут. На закрытой сцене Geely Galaxy представлен интересный концепт. Мимо этого концепта пройти просто невозможно. Посмотрите на эти двери-крылья и отсутствие центральной стойки. Доступ в салон открывается как в настоящую каюту космического корабля. Внутри нас встречает трансформируемый интерьер. Кресла могут разворачиваться друг к другу, превращая автомобиль в мобильную гостиную. Но самое интересное – это и ассистент, который предугадывает ваши желания, управляя не только климатом, но и настроением поездки через ароматерапию и проекции на стекла. Алексей говорит, концепт невероятный, а я считаю, что автомобиль за 60 тысяч юаней длиной 4,8 метра, вот это вот невероятно. Но речь не о классической шестерке, а о 6EF, который ездит на метаноле. При расходе около 3 литров на 100 километров его экономия топлива сопоставима с гибридами, но при этом он использует возобновляемый спирт. А в остальном это все тот же классический седан, в котором все на своих местах. Хороший просторный салон, огромный багажник, при этом это гибрид, метанол-гибрид. Мощность электрического двигателя 163 лошадиных силы, а ДВС на 111 лошадиных сил. Плюс батарейка на 17 киловатт-часов, которая даст вам запаса хода 125 километров. На стенде Volkswagen мы ожидали увидеть мощнейшую коллаборацию Xpeng и Volkswagen ID UNIX 09, но, к сожалению, она не представлена. Зато есть вот такой замечательный аппарат ID UNIX 08. Который тоже создан в партнерстве с Xpeng. Снаружи, если честно, выглядит более китайским, нежели европейским, потому что впервые, когда я узнал об этом автомобиле, я ожидал европейский дизайн и китайские технологии. По факту нет. Внутри явно китайская технологичность. В нем стоят 2 чипа Turing, решение по автопилоту VLA 2.0 напрямую от Xpeng, и это Level 2 с поддержкой от парковки до парковки. Ожидается полный и задний привод мощностью от 313 лошадиных сил. Емкость батареи пока не раскрыта, но известно, что это будет литий-железно-фосфатная батарея от CATL с запасом хода до 700 километров при стоимости от 240 тысяч юаней.
Также на стенде Volkswagen представлены две классики – Tiguan L и Passat. Но это E-версии E-Pro. Легендарный Tiguan становится гибридным и еще более проходимым. Новая версия E-Pro с системой «Золотой супергибрид» позволяет забыть о бензине в городе, но рвануть в лес на шашлыки в любой момент без страха разрядиться. Заявленный пробег 1423 километра. Но как эта турбина с изменяемой геометрией будет работать в паре с электромотором, узнаем позже. Салон классический, европейский, без излишеств. Passat E-Pro. Бизнес-легенда возвращается в виде гибрида. Здесь стоит турбомотор с технологией от спорткаров Porsche, который работает в паре с электродвигателем, сжигая всего пару литров на сотню. 5-метровый кузов с широким пространством для ног, как в лимузине, и цифровая архитектура делают его самым технологичным Passat в истории. Также у Geely на выставке есть целый стенд, посвященный безопасности их автомобилей. А если вы не видели наш ролик про их центр безопасности, то обязательно посмотрите. А на стенде Cadillac представлена новая электрическая модель. Это полностью электрический кроссовер. Новый флагман Cadillac для Китая. Модель называется Vistik, и это попытка Cadillac зайти в премиум-сегмент электрокроссоверов против китайцев. И если честно, снаружи выглядит дорого, но рядом с тем же Лисяном и Аито уже не вызывает вау. Особенно при цене в 500 тысяч юаней. Сейчас мы находимся на стенде CALB, которая производит батареи, в частности для вот таких летательных аппаратов. Кстати, это летательный аппарат от Xpeng, а точнее от компании Erich, которая работает совместно с компанией Xpeng. И вот на него у нас уже в ближайшее время, буквально через несколько дней, выйдет обзор, интересное видео, мы расскажем вам про этот летательный аппарат. А на стенде классической Audi представлена A6L e-tron, то есть полностью электрический автомобиль. Наконец-то они это сделали. A6L на 13 сантиметров больше стандартной. На диване очень просторно и комфортно. А под полом батарея на 107 киловатт-часов, дающая 815 километров пробега. При этом разгон до сотни за 4,3 секунды намекает, что владельцы S-линеек нервно курят в сторонке. И это не просто электричка с 4 кольцами, это первый седан на платформе PPE, который Audi делит с Porsche. Ну и куда же без китайских технологий. Здесь стоит автопилот от Huawei. Лидары спрятаны в решетке и даже с подогревом. Ну а вишенкой на торте является 800-вольтовая архитектура. При стоимости от 309 тысяч юаней это интересный аппарат. Также представлена новая версия Sportback Q6L, тоже электрический автомобиль. Это родственник Q6L, но в кузове Sportback. Для тех, кому мало просто премиального SUV и хочется спортивного силуэта. Пропорции реально поджаренные. Скошенная крыша, широкие арки. Я обошел ее, проверил задний ряд. Для такого силуэта потолок не давит, сидеть удобно. Заявлено до 715 километров хода. Умная начинка для автопилотирования от Huawei, 800-вольтовая система. Заднеприводная версия оснащается батарейкой 95 киловатт-часов, полноприводная 107 киловатт-часов. Мощность у полноприводной 543 лошадиных силы. И самое вкусное – это цена. Она очень конкурентна на китайском рынке. От 289 тысяч юаней. Исключение на нашем канале версия не электрическая и не гибридная пикап 212. Да, друзья, пикап именно. Из внедорожника они сделали вот такой интересный пикап, который прям предназначен для путешествий. Обратите внимание, здесь целый дом, многоэтажный дом, я бы сказал так. Вот таким образом можно кастомизировать 212 и приспосабливать их под разные нужды.
На стенде Hongqi, к сожалению, по нашей автотематике мало новинок, но хочу обратить ваше внимание, что есть вот такие тяжелые гибридные электрические внедорожники, паркетники. И еще за моей спиной стоит автобус, который легко кастомизируется. Кстати, мы недавно привозили несколько штук таких пати-басов. А на стенде Citroën одни сплошные концепт-кары. Новинок практически нету. И вот такими концептами, мне кажется, они намекают на то, что они тоже вслед за китайцами переходят в эпоху умных технологий и в эпоху автопилота. Вот представьте, вот такой автономный домик ездит, возит вашу семью, выезжаете на природу, отдыхаете, кайфуете, расслабляетесь. Citroën на этом автосалоне привез свои новые концепты, созданные совместно с Dongfeng. Выглядят как арт-объекты. Особенно выделяется Polygon Concept – машина, которая кажется напечатанной на 3D-принтере. Здесь Citroën продвигает идею максимальной экологичности и заменяемости деталей. Если вы поцарапали крыло, его можно просто снять и переработать. А на стенде Wuling, а точнее совместное предприятие General Motors, SAIC и Wuling, представлена модель Po1S. Это совместное предприятие 3 компаний плюс полный пакет от Huawei. А переводится это все чудо как волшебное зеркало. Машина реально большая, больше 5 метров, с массивной решеткой. Что меня зацепило, это салон. Сзади экран, столик, проход между креслами я проверил реально широкий. Заявлено, что автопилот от Huawei идет в базе. И это ADS 4.0, тот самый, что на старших братьях. Ожидается полный привод и стоимость от 200 тысяч юаней. Еще одна новинка от Wuling Starlight L. Но этот автомобиль интересен тем, что его стартовая цена начинается от 100 тысяч юаней. И это действительно народный ответ на вопрос, где возить 3 детей и бабушку. Трехрядный, почти 5-метровый гигант с 6 раздельными сиденьями, где комфортно даже на галерке. Салон раскладывается в ровный пол и главный козырь – 260 километров только на электричестве. Это действительно идеальный семейный лайнер, за цену вдвое ниже, чем просят за конкурентов иностранцев. По-моему, мы не тому автомобилю присвоили первое место. В наших чайных новостях мы рассказывали вам о том, что Китай собирается покорять космос. И вот такая техника, я думаю, в космосе пригодится. Компания JAC разрабатывает вот такой коммерческий транспорт, который подходит для различных условий, для различных режимов использования. В нашей прошлой серии вы просили народные автомобили, и сегодня их будет много. Например, JAC Aion i60. Очень народный, очень доступный автомобиль. Позиционируется как новый король стоимости в классе компактных автомобилей. Выглядит дорого, но при этом остается доступным. Здесь используется новая платформа AEP 3.0, которая позволила обеспечить простор как в бизнес-классе. Запас хода в 600 км и поддержка сверхбыстрой зарядки делают его идеальным городским электромобилем. Умная оптика, которая может проецировать подсказки на дорогу. Слушайте, это, можно сказать, рабочая лошадка новой эры. Надежная, технологичная и массовая. JAC явно метит в лидеры продаж. И у i60 для этого есть все шансы. А здесь у нас следующее поколение автомобиля Яндекс Уно. Как она будет называться в России, мы узнаем попозже, может быть через года-два. Ну а сейчас она называется Aion N60. Это перерождение Aion Y. Вот в таком виде сейчас эти автомобили представлены здесь, в Китае. Автомобиль очень интересный. Более 20 опций в базе, включая лидар-ассистент и 4D радар. Расход всего 11,7 кВт-часов на сотню. Запас хода до 610 км.
Автомобиль выглядит потрясающе, но самое интересное в нем – это цена. Цена начинается от 110 тысяч юаней в Китае. Внутри тактильно приятные материалы, минимум физических кнопок, и к интересному можно отнести холодильник на 6,6 литров с режимами охлаждения и подогрева. За эту стоимость просто великолепно. Также на стенде ГАК представлен не бюджетный автомобиль Hypetech S600. S600 удивляет сочетанием космической внешности и очень душевного салона. Снаружи он стремительный, будто застыл в прыжке, но стоит тебе открыть дверь, и ты попадаешь в мягкие объятия кресел с массажем. Будут доступны две силовые установки: чистая электричка и последовательный гибрид с полным приводом. Мощность полноприводной версии 504 лошадиных силы. Электрическая версия с двумя моторами должна выстреливать до сотни за 4,3 секунды. Плюс есть пневмоподвеска. Полные технические данные пока не раскрыты, но я уже очень сильно хочу прокатиться на этом автомобиле. А здесь новинка – это внедорожник от GAC Aion UE7, гибридный, между прочим. Ориентирован на тяжелые условия эксплуатации и имеет высокий дорожный просвет, массивные арки и защитный обвес по кругу. Оснащен гибридной силовой установкой, пневмоподвеской и продвинутым комплексом систем помощи водителю. Запасное колесо вынесено на багажную дверь, которая открывается вбок. Над лобовым стеклом установлен лидар. Заявлено цифровое шасси с системой рулевого управления по проводам. Ожидается, что гибридная система будет состоять из 2-литрового ДВС и электромотора мощностью около 370 лошадиных сил. Батарея емкостью 25 кВт-часов обеспечивает до 100 км запаса хода только на электричестве. Компания Pony представила ряд автономных автомобилей, которые будут работать в сфере такси. Они уже работают. Вот в таком виде уже автомобили ездят по Китаю во многих районах. Если вам интересно, пишите в комментариях, мы сделаем тест и покажем, как работает автономное такси в Китае. Это уже 6-е поколение их роботакси, созданное совместно с Toyota. Машина буквально утыкана сенсорами. Лидары, радары и камеры обеспечивают обзор на 360 градусов в любых погодных условиях. Главное изменение 2026 года – это то, что все датчики теперь максимально интегрированы в кузов. Они торчат огромным скворечником на крыше. Пекин уже вовсю тестирует такие зоны. И Pony доказывает, что эра личного водителя человека подходит к концу. Buick радует концептами. Вот такая вот интересная пуля, капля. Ну, вообще, это, конечно же, прямая отсылка к тому, что у электро Buick будет автопилот 4-го поколения рано или поздно. Все целятся туда. Вообще, по автомобилю, на первый взгляд, сложно понять, где перед, где зад. Только если бы не фары, которые явно подчеркивают, что это ходовые огни, и светят они вперед, а там стоп-сигналы. Интересный концепт. Полностью закрытая капсула, наверное, для того, чтобы вы перемещались с точки А в точку Б в своей закрытой территории, со своим внутренним экраном, с любой проекцией, как вы хотите. А на стенде CargoBot представлен вот такой вот полностью автопилотируемый перевозчик больших грузов. Запросто сюда встает 40-фунтовый контейнер. И если вы, ребята, думаете, это далекое будущее, то нет. Уже в Гуандуне есть ряд проектов, которые курсируют по дорогам общего пользования, как и малые, так и большие автомобили. Очередной пикап Maxus E-9, причем полностью электрический. Это полноразмерный пикап, который выглядит мощно и даже немного угрожающе. Два электромотора выдают сумасшедшую тягу, позволяя буксировать тяжелые прицепы или штурмовать бездорожье. Салон здесь высокого уровня, с дорогой кожей и вентиляцией сидений. Есть и гибридная версия с мотором 2.0 турбо для тех, кто планирует уезжать далеко от розеток. Это идеальная машина для формата Travel Plus, который сейчас так популярен в Китае. Днем ездите по городу, а вечером с палаткой в горы. Сувенир с выставки. Дальше продолжаем в таком стиле. А на стенде Hyundai представлен Ioniq, в котором я отчетливо вижу Prius. Не знаю, как так вышло и почему они это сделали. Но вот такой концепт. Также видите на стенде вот такие интересные самоката-роботы с независимой подвеской, которые могут вас выкатывать по любому мегаполису. Вообще Ioniq V
выглядит интересно. Сразу бросается в глаза, что здесь коэффициент лобового сопротивления будет низкий. Они заморочились. Но я, если честно, ожидал большего. Но потенциал чувствуется. 800 вольт, батарея Катал, запас хода на 600 километров. И главное, Hyundai обещает, что это только первая модель, а всего будет 20 новинок. То есть компания настроена серьезно. СМИ пестрят заголовками «Hyundai проснулись». Но по мне так, он какой-то не такой. Обычно стенды немецкой тройки мы пропускаем, но не сегодня, друзья. Как они сами заявили, на эту выставку они привезли суммарно 60 новинок. И интересно, что же они могут противопоставить китайцам. BMW выкатила 16 моделей. Главное – это новое поколение. Электрические iX3 и i3 с удлиненной базой. Прибавили 108 мм колесной базе. 800-вольтовая система, запас хода по 900 км, а еще автопилот от момента, который рулит по городу и трассе без карт. Из сюрпризов эксклюзивная лимитированная версия универсала M3, созданная в честь 40-летия легендарной модели BMW M3. Всего 20 штук на весь Китай. А вот Mercedes празднует 140 лет и привез 40 автомобилей. Мировая премьера – это полностью электрический GLC. Внешность с намеком на ретро, а внутри и помощник на больших языковых моделях. И главное, это не костыль на платформе от бензиновой версии, а чистокровный электромобиль. Плюс рестайлинговый S-класс с мультимедиа нового поколения. А на стенде Beijing представлена версия Hunter Edition, внедорожная версия. Модель позиционируется как последовательный гибрид. И это интересно. Сейчас он в версии концепт-кара, но в скором времени мы увидим его на дорогах. С первого взгляда понятно, откуда вдохновение. Передняя часть явно отсылает к Land Rover Defender. Форма, оптика, общий силуэт. Но BAIC добавили свою фишку – массивную хромированную решетку, которая сильно меняет восприятие. В профиль сходство с Defender еще сильнее. Те же рубленые линии, форма остекления и раздутые арки. А вот сзади уже больше оригинальности. Горизонтальный монофонарь, большая крышка багажника и тяжелый бампер. Салон пока не показали. У концепта полностью затонированы окна. По техничке тоже тишина. Но наличие двух лючков говорит нам о том, что эта версия гибридная. И со слов менеджера будет последовательный гибрид. В целом информации немного, BAIC будет раскрывать детали постепенно. Старт продаж намечен на 2027 год. На стенде BAIC мы видим новинку S3. Это премиум за смешные деньги. Седан класса Б с автономностью до 660 километров, который умеет сам ездить по городу и трассе. Лидар, автопилот идут в базе. 28 отсеков для мелочей и огромный багажник делают его идеальным для семьи. Смотрю на S3 и понимаю, ArcFox играет в очень простую игру. Дать людям максимум за минимум. А именно, цена предварительно начинается от 108 тысяч юаней за версию на 535 километров. Ну а если вы не хотите покупать батарейку в собственность, тогда стоимость начнется от 64 тысяч юаней. Ребята, у меня все на этом. Но меня больше всего зацепил на стенде ArcFox именно V9. Вот это я понимаю корабль. У этой длиннобазовой красотки коэффициент использования площади 77%. Такого никто из конкурентов не предлагает. Внутри два капитанских кресла с эффектом невесомости и встроенным массажем. Подвеска сканирует ямы и адаптируется за миллисекунды. А кузов усилен так, что можно перевернуться и даже стекла не треснут. А в самом дальнем уголке на третьем ряду всем хватает воздуха и места. Это не просто автомобиль, это реально ваша мобильная гостиная для самых любимых людей. Все технические данные пока неизвестны, но одно можем сказать точно. Это гибрид последовательный с начинкой от Huawei.
Батарейка будет от Cattle, литий железно-фосфатная, и запас хода обещает до 300 км. Суммарно до 1330 км. Также Arcfox представил модель S5. Обновленный Arcfox Alpha S5 – это настоящий технологический снаряд. Главная новость – появление версии ERAV, то есть последовательный гибрид, которая способна проехать на одном баке и заряде невероятные 1450 километров. Для тех, кто боится запаса хода, это идеальное решение. При этом машина не потеряла в динамике. Разгон до сотни за 3,7 секунды у топовых версий. Внутри салон с креслами нулевой гравитации и аудиосистемой на 19 динамиков. Arcfox продолжает использовать наработки Huawei в области автопилота, что делает S5 одним из самых умных седанов на рынке. А я предпочел бы себе вот такой Arcfox. Вот это уже будущее. Это действительно автопилот 4 уровня. И не только автопилот 4 уровня. Обратите внимание, колеса поворачиваются таким образом, что он может разворачиваться на месте. Это вам не танковый разворот от BYD, где вы стираете резину. А это безопасный танковый разворот. Вот оно будущее настоящее. Эти автомобили мы не внесли в рейтинг, но показать вам мы просто хотим, потому что мы не могли пройти мимо этих красавцев. Обратите внимание, это Leopard. 3 модели. S, Super S и SL. Ребят, эти 3 модели, они меняют просто восприятие компании Leopard Fanchenbau от брутальных внедорожников к таким вот высокотехнологичным спортивным автомобилям. Вы посмотрите просто на эти дизайны. Это же просто что-то невероятное. Действительно, до этого, до сегодняшнего дня у нас в понимании было Leopard — это внедорожники. А здесь мы видим просто что-то такое невероятное. Кое-что про эти автомобили мы сейчас выяснили у менеджеров. Начнем с кабриолета. Это чистый электромобиль. Кузов полностью выполнен из углеволокна для снижения веса. Двери типа крыло чайки, двухместный кокпит, разделен центральной консолью. 19 активных воздухозаборников для идеальной аэродинамики. Ожидается мощность около 1000 лошадиных сил и разгон до сотни менее чем за 3 секунды. Fanchenbau S, Формула S называется он так. Это спортивный электрический седан, опять же. Выставили они его как конкурента Porsche Taycan и Xiaomi SU7. Агрессивный низкий силуэт с развитым аэродинамическим обвесом. Построен на платформе eSunFun, которая позволяет управлять каждым колесом отдельно. Ожидается как в версии чистого электромобиля, так и версии гибрида с огромным запасом хода. Ну и завершает Fanchenbau SL или Формула 9. Это флагманский роскошный седан, будет конкурентом Porsche Panamera или BMW i7. Здесь уже более длинная колесная база по сравнению с моделью S и акцент на комфорт задних пассажиров. Это же уже, понимаешь, это не концепт-кар. Все это серийный автомобиль, ребята. Да? Серийный автомобиль, просто о котором пока не дают какую-то техничку более подробную и неизвестна цена. Ну, они про него говорили уже давно еще, на презентации, которую мы показывали. Давно. Да. Алексей говорит, Кстати, 2 года или даже 1,5 года назад всего. Красивый. Вот шикарный. Просто шикарный. Вы видите, да? BYD меняет язык дизайна. Они становятся красивее. Сюрпризом для многих стало то, что китайский производитель пылесосов Dream привез на выставку свой первый электромобиль, а точнее спорткар Nebula. Ламбо-двери, 4 электромотора, суммарно 1876 лошадиных сил и разгон до 100 всего за 1,8 секунды. Для примера, Xiaomi SU7 Ultra делает это за 1,97, а гиперкар Hyper SSR от GAC за 1,9 секунды. Но, к сожалению, главную сенсацию Nebula Next 01 Jet Edition, который разгоняется до 100 всего за 0,9 секунды, не показали. В компании говорят, что этого удалось добиться за счет двойной твердотопливной ракетной системы. Параллельно заявлена твердотельная батарея на сульфидной химии с запасом хода более 550 км по циклу CLTC. Ну и, конечно же, ожидается полностью электронное управление шасси. А на стенде Smart представлены 2 новинки. Один концепт Hashtag 2. Про него мы вам более подробно расскажем в следующем выпуске. Короткий специальный выпуск с презентацией концепта 2 и с презентацией Hashtag 6. 2 новинки интересные. Одна из них электрическая, другая гибридная. А мы добрались до стенда BYD, где, как обычно, много новинок.
Часть из них вы увидели в нашей прошлой серии, а сегодня мы расскажем об оставшихся. И начать я хочу с той модели, которая вчера была закрыта, и мы не успели ее увидеть. Вот он, друзья, новый Yuan Plus. BYD Yuan Plus получил третье поколение. Это важнейшая модель для бренда, и апгрейд здесь капитальный. Машина переехала на полностью новую платформу. Стала чуть больше и обзавелась технологией Flash Charging. 5 минут зарядки дают 150 км пробега. Дизайн стал более взрослым и обтекаемым. Коэффициент лобового сопротивления стал гораздо лучше, а соответственно и расход. Внутри материалы стали качественнее, софт быстрее. Зная BYD, цена должна быть очень привлекательной, но ее пока не раскрыли. Рестайлинговый C-Line 05 EV с моментальной зарядкой. Вы только посмотрите на эти цифры. Запас хода до 630 км. И внимание, зарядка с 0 до 97% всего за 9 минут. Это быстрее, чем вы выпьете кофе. Салон просторный для такого компактного кузова. Сзади легко устанавливаются детские кресла, а спереди можно спрятать сумки в дополнительном багажнике. Цена за базовую версию 120 тысяч юаней с запасом хода на 540 километров. И вдумайтесь, вы можете зарядить свой автомобиль за считанные минуты. Это уже другой уровень владения электромобилем. Ну и завершим стенд BYD мы вот таким концептом Ocean V. Обратите внимание, какой футуристичный дизайн. И, ребята, я опять же не удивлюсь, если мы в следующем году увидим это все на дорогах. Особенно учитывая, что автопилот 4 уровня уже на стадии выпуска. Здесь BYD тестирует новые идеи аэродинамики и интеграции света в кузовные панели. Технический концепт базируется на платформе E-Platform 4.0 с интегрированной в структуру кузова батареей. Ocean V намекает на то, что будущие модели Seal и Delfin станут еще более стремительными и технологичными. Это, можно сказать, демонстрация силы BYD как мирового лидера, который теперь сам задает стандарты автомобильной моды. Ну и, конечно же, куда без гонки за автопилотом 4-го поколения. Geely представил полностью автономный автомобиль, который управляется без пилота. Да, это будет в будущем, это уже близкий к реальности концепт, но он уже существует. Ну и робота показали. Chery, точнее iCar, опять нас радует MPV-подобными концептами оффроуд версии. Если обычные кроссоверы навевают зевоту, взгляните на iCar Robox. Это не автомобиль, это скорее гаджет с максимальной проходимостью. Его идея и концепция в том, чтобы стать вашим конструктором по выходным, крепить багажники, перевозить велики, палатки, быть по зеркала в грязи. В общем, автомобиль создан для активной жизни. Exit балует новинками. Предсерийный автомобиль EX9, концепт ES7. Exit ES7 GT – это не просто седан, это злая трехмоторная ракета, которая создана, чтобы рвать асфальт. Ускорение до сотни всего за 3 секунды. А чтобы вы не боялись входить в повороты, шасси настраивали европейские мастера гоночного цеха. EX9 – это флагман, большой с пневмоподвеской, подруливающими задними колесами и колесной базой 325. По сути, Exit целится в Range Rover, предлагая схожий уровень комфорта и статуса, но за другие деньги. Друзья, а Jetour представил два монстр-трака. Модель одноэтажная, но обратите внимание, разная конфигурация. Jetour шокировал всех своим выходом в сегмент пикапов. Модель F700 – это огромный полноразмерный гибрид мощностью под 900 лошадиных сил. Но самое интересное – это версия 6х6. 6 ведущих колес, независимая подвеска и брутальный дизайн в стиле киберпанк. Самое интересное – это не концепт для выставки, а демонстрация платформы Gaia, которая готова к самым экстремальным нагрузкам. В салоне при этом уровень комфорта, как в бизнес-джете. Jetour явно хочет забрать себе аудиторию, которой мало обычных внедорожников, и кто мечтает о чем-то по-настоящему эксклюзивном и мощном. А как вам такой светлячок? А мне больше нравится вот такой. Обратите внимание, фаркоп и тележка. Слушайте, это просто что-то невероятное. А вообще обзор на нашем канале уже есть. Правда, не на такие, но на светлячок топовый.
Вот она моя прелесть. Пойдемте покажу. Я так ее ждал. Cherry QQ3. Вот она, малышка. Умная, бюджетная. Вот то, что я люблю. При длине чуть больше 4 метров салон вмещает взрослых пассажиров на заднем ряду с запасом, а мультимедийная система на чипе Snapdragon управляется голосом. В городе она порхает как бабочка, а на трассе жалит как пчела. Хотелось бы сказать, но нет. В общем, на парковку встанет в 2 счета. Идеальный гаджет для тех, кто хочет выглядеть модно и платить копейки. В багажник помещается куча барахла. Есть 2 версии и обе проходные на 79 лошадиных сил и 122 лошадиных сил. С батарейкой на 29 кВт-часов и на 41 кВт-час. Запас хода 310 либо 420 км. И цена от 58 тысяч юаней. Кажется, я нашел замену Polarstone. Это просто нечто. Обратите внимание, что они придумали. Сзади выезжает кухня. Кухня не просто какая-то вставленная, кастомизированная, как мы видели у L80, да? А здесь, ребят, она уже встроена, представляете? То есть она изначально спроектированная кухня. Обратите внимание, там в салоне я вижу просто полноценная кровать, огромная кровать на всю длину салона. Вся длина салона, представляете, все 3 ряда сложены. Оу, это просто нечто. Сверху еще палатка. И, кажется, есть люк. Слушайте, в салон пока запрещают заходить, не разрешают. Но как будто бы там есть люк, и через него можно выйти в палатку. Это что-то невообразимое вообще. Дверь багажника разделена на 2 части. Нижняя часть выезжает, и из нее можно вытащить кухню. Это что-то невообразимое. Здесь тоже, обратите внимание, стекло открывается для того, чтобы можно было спать и получать доступ к свежему воздуху. Класс! Обалдеть! Обалдеть! Что придумали? Вы просили Ору отснять. Вот она, новиночка. Ора 5. Красоточка. Теперь Ора 5 доступна не только как электромобиль, но и в версиях с классическим ДВС и гибридом. Это сделано для того, чтобы охватить тех покупателей, которые еще не готовы полностью переходить на электричество. Внешне это все тот же элегантный фастбэк с отсылками к Porsche, но теперь с более демократичным ценником. Гибридная версия обещает расход всего 4,5 литра на сотню, сохраняя при этом отличную динамику. А вот что касается цены, то она начинается от 80 тысяч юаней за бензиновую версию. А за моей спиной удар Huawei по Xiaomi. Коллаборация Saika и Huawei Z7. Автомобиль выглядит не менее потрясающе, чем SU7. И обратите внимание, даже дизайн дисков у них схож. Ну, конечно, прародителем является Tesla, но так как это коллаборация с Huawei, я думаю, что все шансы на успех у этого автомобиля есть. Внешний автомобиль нам очень сильно понравился. Это аэродинамический шедевр. Коэффициент сопротивления 0,19. Технически это космос. 800-вольтовая платформа позволяет зарядиться на 200 км всего за 5 минут. В топе здесь 582 лошадиные силы. Разгон до сотни 3,4 секунды. И батарея, которая обеспечит запас хода в 905 км. На крыше стоит новейший 896-канальный лидар, глаза система Huawei ADS 4.1, которая работает без привязки к картам. Но магия не только в скорости, а в шасси Тулин. Машина буквально читает дорогу и подстраивает пневмоподвеску под каждую ямку, еще до того, как вы в нее наехали. Внутри вращающийся 4D экран и полная экосистема HarmonyOS. При цене в районе 230 тысяч юаней это настоящий нокаут для конкурентов. Интересно будет сравнить его с Xiaomi SU7. Друзья, ну что, выставка пекинская 2026 года закончилась, но закончилась она ужасно. Мы выдохлись полностью. 2 дня мы в этот раз потратили на то, что обычно тратили 1 день. И даже половину, наверное, не отсняли. Я надеюсь, что половину мы отсняли, вам покажем. А вам остается, получается, следить за нами в течение года
каждую неделю смотреть наши выпуски о новых автомобилях, тех, которые действительно будоражат мир. Ну а с вами, как всегда, была компания Panda Way из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо. Пока!